в России живете, все равно не поймете, как играть. Ты хоть помнишь, что у твоей дочери день рождения? Ты о чем, ма? Мне бы вспомнить, когда у меня день рождения. 15 декабря. Это дата рождения актера, который меня играет. Это ты помнишь, значит, а когда твоя дочь родилась, нет. У меня 0 на счету. Держи ебаные деньги и пиздуй отсюда. Охренеть, пинук-телепорт. Это увеличит мое бабло. Нет! Да! Такие бабки я держал, когда брал кредиты. Хорошо, что я их давно погасил. Когда ты погасишь все кредиты? Когда это банки стали нанимать коллекторов? Да, это всегда было. А это был просто отвлекающий маневр. Тихо! У нас не настолько узкие глаза, чтобы не видеть абсолютно ничего! Что ж, если кредиты не будут погашены, мы погасим тебя. Срок месяц. Или что? Не в том ты сейчас положении, чтобы задавать такие вопросы. Не то верно. Почему бар? Потому что надо с самого детства жить в суровой жизни. Ах. Подарок хоть есть? Конечно. Держи пистолет. Он хоть не... Видимо, нынче дети такое любят. Я хочу домой. Опоздал на секунду. Больше не пущу к дочери. Неужто секунда решает все? Перечь, ты точно не увидишь свою дочь. Мы с моим любовником едем в Америку. Еще один. Пошел отсюда. Всегда рад. Здравствуйте. Я атеист. С нашими играми вы поверите не только в Бога. Что? Говорю, хотите играть за деньги? Для меня это уже риторический вопрос. Не желаете поучаствовать в чем-то более масштабном? Это какая-то программа по защите матерей-одиночек? Вот визитка в игру. Удачи. Да, я же согласился. Короче, дочь я больше не увижу. Так стать богатым. Чтобы стать богатым, сначала нужно стать бедным. Делай, что хочешь. Не насрать вообще. Ну, выход у меня только один. Не тот выход! Не, дай мне тут всех посчитать. Так на табло же написано, сколько человек. Говорят, так лечат опухоль мозга. Считанием. Нет, тут нужно лечение. Настоящее. Я уже на эти факультеты потратил 3 миллиона вон. Видимо, поэтому вы и здесь. Как ты узнал? А опухоль дает о себе знать. Добро пожаловать. Вам нужно будет пройти 6 игр, чтобы получить свой выигрыш, о котором мы сообщим после первой игры. А откуда нам знать, что это не бред? Вы игрок 218, Санву, и вы... Стой! Этого достаточно. Что? Ладно. В общем, пора начинать, но сначала вам нужно пройти регистрацию в нашем специальном приложении, которое вы можете скачать по ссылочке в описании. Кто-то явно блогер. О, ну что ж. Неважно, пройдемте. Жутейская кукла. Страшнее твоего жирного папаши. Чувак, он сегодня умер. Это место должно было тебе раскрыть мою сущность. Вы настолько прогнили, что аж банки вам отказывают во всяких микрокредитах. Сейчас единственный шанс это победить. В играх наших должны вы. Правила таковы. Идите вперед, внимательны будьте, как песню допоют. Кукла, то вам нужно встать на месте и не двигаться.
Что ж, первая игра была пройдена. Избавляет ли это от лишних воплей? Да, вполне. Ну тут явно есть люди, которые хотят уйти. Все решит голосование. Все идет слишком гладко. Терять мне вроде бы нечего. Ну и людей жалко. Что ж, это на самом деле неожиданно. Ну что ж, отправляйтесь домой. То есть преступники вас заставили играть в детские игры, а потом по решению большинства отпустили просто так? Понимаю, бредово. Но мы же в Корее. Тут много чего бредового происходило. Слушайте, а вы отличный фантазер. Не думали заняться писанием книг? Знаете, думал. Если бы это не было все правдой! Выход знаете где. Кто это был? И что с ним? Без понятия. Но бабки мы с него срубим жесткие на ютубе. Больше не спрашивай, почему тебя хотят уволить. Что ты здесь делаешь? Хочу умереть. Почему? Мой долг я буду оплачивать до самой смерти. Поэтому легче умереть сейчас. Да может к тому времени изобретут вакцину от смерти? Пусть сначала сделают нормальную вакцину от ковида. Почему у тебя такой большой долг? Поначалу я нагибал систему, но потом она меня. Что делать будешь? Но есть множество вариантов суицида, например... Ладно, молчи, а то еще под статью попадем. Что? Как? Ну, не совсем. Ваша мать в больнице. Шутки про мать на новый лад? Ты чё, конченый? Ладно, понял. Ну куда ты пойдешь с такими-то ногами? Раньше тебя это не заботило. Раньше я не знал о твоей проблеме. Найди лучший способ, как тебе дочь свою отвоевать. Я найду деньги на операцию. Никогда меня не слушаешься. Ну пожалуйста. Вали отсюда! Скоро мой муж придет. Я уже здесь. Ладно, я валю отсюда. Что тебе было нужно? 2 миллиона вон. Бери, но нас больше не преследуй. Я не какая-то продажная шалава. Эта сцена явно была бессмысленна. Буду согласен. О, привет. Крайне неожиданно. Слушай, я тут подумал, Ты еще в состоянии думать? что лучше вернуться туда. Куда? Туда. У тебя точно непорядок с головой. Когда жизнь дает второй шанс, лучше его не проебывать. Шанс умереть? Я еще жить хочу. Что ты тогда предлагаешь? Взять в кредит 1 миллион вон и объявить себя банкротом. Это было бы гениально, но ты забыл, сколько должен. Что ж, эта попытка будет смертельной, но, видимо, такова судьба. Я думал, не дойдет до тебя, идиота. Что? Что? Черт. Ну, погнали.